Приветик, ребята! Сегодня второй день моего влога правильного питания, и давайте скорее посмотрим, что же я сегодня буду есть. И мой день начался в 9 часов утра. Я сегодня решила пойти на тренировочку, и поэтому перед тренировкой я не завтракаю, а делаю небольшой перекусик в виде протеинового коктейля. Я беру всего один скуп, это примерно 30-40 грамм, и добавляю немножко воды, где-то 150 миллилитров. Хорошенько все взбалтываю и отправляюсь на свою тренировочку. Тренажерный зал находится прямо под нашей квартирой на первом этаже, и теперь уж точно никаких оправданий, я просто обязана ходить заниматься. Как таковой серьезной силовой тренировки в тренажерном зале у меня еще не было, поэтому сейчас я работаю именно на восстановление. Если вам интересна эта тренировочка, то проходите по ссылке и смотрите. Ну и, конечно, после зала я возвращаюсь домой, принимаю душ и начинаю свой завтрак. Где-то он у меня будет через 20 минут после зала. А на завтрак мы сегодня будем кушать вкуснейшие блинчики, мои любимые, и с добавлением бананчика. Я его немножко разомну вилкой, чтобы он превратился в кашицу. Добавлю немножко смеси для блинов, молоко, и в принципе тесто будет готово. На свою любимую чудо-сковородку, мою любовь, я выливаю небольшие порции для блинчиков, переворачиваю их, и в принципе все готово. Также в последнее время я очень полюбила арахис в разных его проявлениях, просто обыкновенный целый добавляю в овсянку, или же перемалываю его таким образом и просто добавляю в качестве присыпки. Моя порция готова, и, о боже, я добавлю немножечко сгущенки. Да-да, вам не послышалось, вам не повиделось. Во-первых, я здесь нашла сгущенку, самую настоящую и очень-очень вкусную. И иногда на завтрак после тренировки, что самое главное, я могу себя побаловать. Сверху я присыпаю немножко арахисом, и мой чудо-мега вкусный завтрак готов. Также к сегодняшнему завтраку я добавлю яблочко и, наслаждаясь этой вкусняшкой, буду делать свои дела. Обед у нас был в 3 часа дня, и я решила, что хватит есть мясо, нужно попробовать что-то хотя бы немножечко новое. И, конечно же, это будет кальмар, вернее его филе. Нарезаю его небольшими квадратиками и обжарю вместе с лучком и помидоркой. Мне кажется, лучший гарнир к морепродуктам это или же рис, или же макароны грубого помола. Да, именно грубого помола, потому что они более полезные, более питательные. И сегодня я выберу именно макарошки. Так, вода у меня закипает, я нарезаю лук, чеснок, и, кстати говоря, небольшой совет: если вы хотите избавиться от запаха чеснока на руках, просто потрите руки об металлическую раковину. Проверено. Вот такие макарошки Дима нашел в русском магазине здесь на острове. Да, здесь такие магазины есть. Добавляю их в водичку, немного подсолю филе и выкладываю его на сковороду. Сначала из филе должна выпариться вся водичка, они немножко подрумянятся, и затем уже добавляю лук, морковку и чесночок. Хорошенько все протушим, накроем крышечкой и ждем, пока все приготовится. Выкладываем все на тарелочки и наслаждаемся нашим обедом.
Кстати, Дима у меня очень любит кальмаров, как он их называет, октопусы. Сегодня мы решили немножко пройтись по магазинам, по супермаркетам, посмотреть какие-то новинки, посмотреть, что тайцы едят. Конечно, это ужас какой-то. И с покупочками мы возвращаемся домой и раскладываем все по местам. Кстати, если вам интересно, что же лежит в моем холодильнике, в моих шкафчиках, то обязательно ставьте пальчики вверх, и я сниму это в следующем видео. Ну а я возьму с собой в дорогу яблочко, немножко перекушу, и мы с Димой поедем смотреть тайские рынки. Что же там интересного и нового? Тайские рынки еды – это, конечно, что-то с чем-то. Еда в Таиланде, конечно, даже не пахнет правильным питанием. Вы здесь можете найти разное мясо, разные сосиски, какой-то бамбук или листья его, какие-то жареные. В общем, очень-очень-очень много всего жареного, масляного, жирного и совсем-совсем не полезного. Так что мы здесь обычно просто ходим, глазеем и возвращаемся домой на полезный ужин. А ужин у нас будет в 7 часов вечера, и я заранее немножко замариновала кусочек говядины, я его здесь тоже нашла. Немного обжарю его на сковороде, потушу, и к нему еще добавлю одно яичко. Немного подсолю, и вот такой обыкновенный, очень-очень простой и быстрый ужин у меня готов, очень питательный и самое главное высокобелковый. И рядышком у меня еще присоседится один огурчик, чтобы немножко похрустеть. Тын-тырын-тырын-тын-тын. Вечерние танцы. Упс. Меня Дима застал. Да, это было очень стыдно. Хочу, в общем, сейчас вам показать, как я ухаживаю здесь за своей кожей. Я нашла вот такие обалденные спонжики, которые натуральные. В общем, походу они сделаны из какого-то овощи, что ли, я не помню, честно говоря, то ли из кабачка вроде бы. В общем, с помощью этих спонжиков я очищаю свою кожу, особенности Т-зону, потому что здесь очень грязный воздух, особенно когда ты едешь на мопеде, в дороге, все эти пары, вся эта грязь летит просто тебе в лицо. И очень нужно очищать кожу внимательно, чем я, в принципе, занимаюсь каждый вечер. И перед сном у меня будет, конечно же, перекус в виде чего? Правильно, протеина. Обычный протеинчик мой Демотайс. Делаю себе одну порцию, добавляю немножечко воды. В общем, все очень просто и понятно. Кстати говоря, у вас есть проблема с шейкерами? Она у меня постоянно есть. Во-первых, я постоянно добавляю себе вот такую пружинку, чтобы она помогала все размешивать внутри. И у меня каждый мой шейкер, который я покупаю, постоянно протекает. Я просто это ненавижу, у меня постоянно все мокрое. Да, и, кстати, к протеину я еще добавлю немножечко вот таких волосатиков. Это очень смешной и очень вкусный, кстати говоря, фрукт в Таиланде, который называется рамбутан. Он выглядит таким вот образом, такое вот яичко. Честно говоря, похож на виноград. Обыкновенный виноград, может быть, немножечко слаще. Так что вот такие вот у меня вкусняшки на ужин и порция протеина. Мы будем ложиться спадки, немножко подучим английский язык перед сном и встретимся с вами завтра, ребят. Всем удачи и пока-пока!